раз. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня, как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times и я, Дэн Стрелков. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, вы никогда об этом не пожалеете. В комьюнити вы найдете торговые сигналы, торговые идеи, основанные на волновой теории Ральфа Эллиотта, прогнозы утренние по данным Чикагской товарной биржи, а также обучение и чат, в котором можете голову мне и вашим же коллегам из комьюнити дурить, сколь вам будет угодно. Вот, в данный момент в комьюнити открыто 4 торговых сигнала по нефти. Прибыль самая большая. Также евро-иена, доллар-иена и австралийский доллар. И по 3 торговым сигналам идет хорошая прибыль. По австралийскому доллару пока небольшой убыток. Поэтому если вы присоединитесь к комьюнити Forex Times в самые ближайшие дни, я уверен, что по австралийскому доллару вы сможете забрать прибыль даже большую, чем рассчитано в самом комьюнити Forex Times. По нефти уже поздно, в принципе, в рынок входить, а вот по евро-иене еще вполне возможно. И на предстоящую торговую неделю у нас в планах открытие от 2 до 3 торговых ордеров, а следовательно будет от 2 до 3 торговых сигналов. По каким торговым инструментам я не скажу. Приходите, пожалуйста, в комьюнити Forex Times, обо всем узнаете. А сегодня уже традиционно евро, золото и бонусом будет франк. И от него же будем отталкиваться в сторону роста евро. Итак, друзья, поехали. Основным сценарием по евро в среднесрочной перспективе, конечно же, является рост. По той простой причине, что так как евро находится в восходящем импульсе, то нам бы хотелось бы все-таки рост закончить на импульсе, потому что вы знаете, что трендовое движение – это перманентное движение цены с переменным успехом в виде импульсов, коррекций, импульсов, коррекций, импульсов, коррекций, но не коррекций, а импульсов, коррекций. А в данный момент у нас с вами имеется коррекция в виде зигзага с обновлением максимума. И это ахтунг, друзья. По той простой причине, что сразу появляется несколько вариантов, а именно 3 варианта. Третий вариант немного натянут, но все же о нем следует рассказать, так как одни из наших американских коллег предполагают здесь треугольник. Вот, о нем я также расскажу. Первый вариант, который мне очень нравился, но сейчас есть с ним проблема. Это конечный диагональный треугольник. Вы знаете, что диагональные треугольники – это импульсная формация, а следовательно окончание роста. По евро у нас будет в импульсе, и мы убегаем на 5-ю волну в направлении уровней 1.21, 1.2150. Второй вариант подразумевает усложнение, еще большее усложнение плоскости, а именно, друзья, зигзаг вниз, зигзаг вверх с обновлением максимального значения и импульс вниз. Но так как мы начали движение вниз с зигзага, почему с зигзага? Потому что у нас внутри этого зигзага есть треугольник. Следовательно, с большой вероятностью, если движение вниз, а именно плоскость усложнится, мы с вами увидим конечный диагональный треугольник. И вот эта версия мне наиболее симпатична. По какой же причине? По той простой причине, что я также занимаюсь, помимо волновой теории Ральфа Эллиотта, данными Чикагской товарной биржи, самой крупной
биржи в мире, где работают лучшие из лучших. И, друзья, посмотрите, пожалуйста, на очень крупное скопление опционных контрактов put. Эти цифры, это все в миллионах. Это все в миллионах долларов. Это у нас опционные контракты put. Поэтому я предполагаю, что мы еще увидим некоторое снижение данного торгового инструмента, после чего будем со спокойной душой и совестью покупать. Что же нам с вами делать на ближайшую торговую неделю? А вот тут очень интересный момент, связанный с текущими четырьмя волнами, друзья. Раз, два, три, и образуется четвертая волна. И вот тут очень интересный момент. Если на ближайшей торговой неделе мы увидим пятую волну, после которой образуется очевиднейшая коррекция, то после импульса, который в обязательном порядке должен будет перекрыть минимум волны А, вот этот минимум, после коррекции будем покупать отложенными ордерами buy stop. Так как у нас пятиволновая фигура является импульсом, то после коррекции, собственно, нам не будет хватать еще одного импульса. Однако, если мы с вами увидим на ближайшей торговой неделе нисходящее движение, которое перекроет максимум, что ж со мной сегодня такое происходит, максимум первой волны, то с покупками следует притормозить по той простой причине, что рост у нас начался с зигзага. А если мы хотим покупать, то у нас только может быть начальный диагональный треугольник, после коррекции которого, кстати, слишком много волн нарисовал. Раз, два, три. Да, на одну больше. Прошу меня простить. Вот, после коррекции от этого диагонального треугольника можно будет покупать. Но диагональный треугольник мы не пропустим никак. Для тех, у кого очень сильно чешутся ручки. Очень-очень сильно. Да, друзья, если в понедельник, во вторник мы увидим продолжение падения, образуется нисходящий импульс с перекрытием потенциальной волны 1, то после коррекции вы можете попробовать выставить отложенные ордера sell stop, stop loss сюда. Однако я бы этого не советовал. Не стоит торговать в данный момент потенциальное коррекционное движение, когда у нас восходящий тренд и уровень 1.21, 1.2150 очень красиво подсвечены большим, очень большим скоплением опционных контрактов call. Да, я понимаю, что очень хочется забрать потенциально пунктов 140-150, но, друзья, это очень мало. Очень мало. Это вам придется выставлять стоп-лосс максимум пунктов 40, 50 и 60. Нету в этом большого какого-то смысла. Однако, если вы любите поскальпировать, то пожалуйста. Я только что объяснил вам весь принцип, как это можно было бы сделать. И то, что думают наши коллеги из Америки, они предполагают, что может образоваться треугольник, а именно А, Б, С, Д, Е. Но опять же, посмотрите, пожалуйста, что бы здесь ни происходило и что бы цена здесь ни делала, у нас выстрел все равно вверх. Поэтому, друзья, во всех трех вариантах, которые я только что представил, конечный результат – это рост. Поэтому давайте с вами попробуем этот рост и взять. Золото. Не было на текущей неделе ни одного дня, чтобы мне кто-нибудь не написал: «Дэн, а когда начнется разворот по золоту?» Друзья, запомните раз и навсегда. Я не с Марса прилетел, я здесь рожденный на Земле, обычный, такой же, как и я. Как и вы, в смысле. Я не умею смотреть в будущее. Друзья, никто на планете Земля не знает, когда начнется разворот. Ну, может быть, администрация президента США подозревает, когда это может быть. Но поверьте мне,
На нашей планете Земля еще очень много вариантов геополитических ситуаций, которые могут спровоцировать дальнейший рост данного торгового инструмента. И я вам могу единственное, что подсказать, это по серебру. Я смотрел индикатор соответствия цен золота и серебра, и он на данный момент показывает очень большую недооцененность серебра по отношению к золоту. Поэтому либо нас ожидает огромная коррекция, резкая по золоту вниз, либо продолжение роста, сильного роста по серебру. Я бы выбрал рост серебра. Если бы у меня спросили, я бы выбрал именно рост серебра. Поэтому по золоту, друзья, на данный момент велика вероятность, что у нас есть одна волна, вторая, третья, и где-то, может быть, развивается четвертая. Но насколько я помню, в прошлый раз я третью волну рисовал здесь и говорил, что если образуется четвертая волна, либо очевидная коррекция, либо треугольник, можно покупать на пятую волну. Так вот, здесь даже четвертой волны не образовалось, цена полетела вниз. И сейчас могу повторить то же самое, если мы увидим очевидную коррекцию, а желательно, чтобы это еще и был двойной зигзаг, а потом импульс восходящей коррекция, можно покупать. Либо образование треугольника, но треугольники это всегда праздник, это всегда подарок, потому что треугольник предпоследняя волна, и можно будет уже выставить 4-5, и уже вот на ваши вопросы, а когда можно продавать, уже считать именно в пятой волне волны и предполагать разворот. Пока не было четвертой волны, гипотетически не было, может где-то она уже и прошла, а я ее пропустил, то пока про разворот вообще мы с вами не говорим. Франк. А вот здесь очень интересный момент. Давайте я вам напомню глобальную ситуацию или глобальную идею. Идея по Франку заключается, что падение началось с начального диагонального треугольника, а это у нас импульс, далее симметричный треугольник, который является предпоследней волной, а значит в последней волне С мы с вами должны увидеть импульс, и это последняя волна с огромным разворотом. И казалось бы, конечный диагональный треугольник у нас уже есть. Ура, друзья! Вот этот разворот глобальный, а значит, по правилу корреляции, если американский доллар начинает здесь резко расти, евро начинает резко падать, и никакого роста по евро, прошу прощения, по евро даже не предвидится. Но есть косяк. У евро огромный косяк. Это зигзаг, который обновляет максимальное значение. А должен быть импульс. Это косяк по евро. По поводу того, что если вдруг мы сейчас решим, что евро просто улетает вниз, а франк улетает вверх. А вот сейчас я покажу косяк по франку. Друзья, это треугольник. И если мы с вами предполагаем, что франк закончил свое падение и начинает свой рост, то что нам нужно? Правильно, нам нужен импульс. Импульса здесь нету. Здесь у нас чистейший зигзаг, так как треугольник является предпоследней волной. И единственное, что может спасти покупателей, да, вы абсолютно правы, это начальный диагональный треугольник, после коррекции, к которому раз, два, три, четыре, пять, после коррекции, к которому, конечно же, мы будем покупать. Так вот, вы ни в коем случае не подумайте, что если я говорю о том, что мы исключительно продаем, то даже после образования начальной диагонали я все равно буду говорить о том, что необходимо продавать. Конечно же нет, друзья. Если образуется начальный диагональный треугольник, а мы его уж постараемся не пропустить, то, конечно, после него мы будем покупать. Но пока его не образовалось, то мы исключительно с вами рассматриваем продажи.
после коррекции, может быть, она будет глубокой, может быть, не глубокой, будем рассматривать продажи. Кстати говоря, в комьюнити я закрыл продажу с прибылью. Почему закрыл? Потому что я опасаюсь снижения по евро на пунктов 150-170, следовательно, по франку достаточно сильным может быть рост. И если этот рост будет коррекционным, например, в виде зигзага, то после импульса и коррекции, друзья, будьте уверены, я вновь в комьюнити Forex Times напишу торговый сигнал на продажу американского доллара против швейцарского франка. Тем более, что если мы с вами рассмотрим месячные опционные контракты, то до сих пор очень хорошие уровни расположены. Сейчас я, чтобы вы увидели максимальный открытый интерес. Так, максимальный открытый интерес по пут-опционным контрактам находится внизу, и месяц назад профессионалы переписали ожидания вниз. Более того, посмотрите, пожалуйста, пару недель назад профессионалы переписали ожидания вниз и по максимальному открытому интересу по колл-опционным контрактам. И вы видите, как цена от этого уровня сопротивления отбивается вниз. Плюс, друзья, 142 миллиона долларов и 120 миллионов долларов опционных контрактов в пут. Вот почему я цену жду внизу. После коррекции жду внизу. И вот тут нам приходят на помощь наши американские коллеги, которые считают, что в данный момент по франку образуется таки треугольник, друзья. А, Б, С, Д, Е с выходом вниз. Вот здесь я с нашими американскими коллегами, пожалуй, с этим треугольником соглашусь. Все выглядит достаточно красиво и по всем правилам. Почему по всем правилам? Да потому что здесь абсолютно везде зигзаги. Зигзаг вверх, зигзаг вниз, зигзаг вверх. Ну вот, правда, зигзага вниз, по-моему, не хватает. Сейчас мы посмотрим, хватает или не хватает. Но здесь скорее мне даже кажется, что можно найти импульсное движение вниз, но опять же посмотрим. Если цена сейчас полетит вверх, то, следовательно, да, у нас будет зигзаг. Раз, два, три. Раз, два, три и продажи. Поэтому, друзья, даже с точки зрения корреляции евро и франк, если евро будет снижаться, франк вырастет, и потом евро разворачивается в направлении уровней 1.21, 1.2150, франк разворачивается вниз в направлении уровня минимум 0.77. Я подозреваю, это у нас будет минимум 0, да, 0.77. Разворачиваемся по франку. Итак, друзья, в принципе, хорошие два торговых инструмента для продолжения трейдинга на предстоящей торговой неделе. Однако, еще раз подчеркну, скорее всего мы увидим коррекционное снижение по евро, коррекционный рост по франку. Будем надеяться, что достаточно быстро это все пройдет в течение 2, может быть, 3 дней. И в конце торговой недели цена даст нам возможность войти в рынок. Ну что ж, друзья, на сегодня лекция подошла к своему завершению. Еще раз традиционно в окончании лекции приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Кстати говоря, вы сейчас видите 9 торговых инструментов. Это основной костяк торговых инструментов в комьюнити. У нас еще есть несколько торговых инструментов, которые мы рассматриваем, но по данным торговым инструментам вы можете видеть, вот позиция открыта на продажу по нефти, позиция открыта на продажу по японской иене, вот у нас позиция открыта на покупку по австралийскому доллару. Поэтому приходите в комьюнити, собственно, вы получите стоп-лосс и целевой уровень по австралийскому доллару в виде тейк-профита, чтобы вы могли войти в рынок, а также
Напоминаю, что на предстоящей торговой неделе мы планируем открытие еще двух-трех ордеров, а следовательно будет опубликовано 2 или 3 торговых сигнала. Спасибо, друзья. С вами был Дэн Стрелков, проект Forex Times. Всем классного вечера и всем пока-пока.